Здравствуйте, уважаемые зрители, соотечественники, все те, кто еще не устал от наших внутренних украинских ударов по энергетике. Я Валерий Табаков, юрист, и сейчас я просто наблюдатель, который пытается разобраться, почему в разгар войны наши лидеры устраивают боксерский матч вместо совместной защиты неба. Сегодня я с иронией разберу скандал между президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко, разгоревшийся 10 октября 2025 года после российских сюрпризов по ТЭЦ. Это не просто перепалка двух знаменитостей, актера и боксера, а удар по основам власти, полномочиям и нашему коллективному здравому смыслу. Но чтобы более понять картину, добавлю о похожем конфликте с мэром Одессы и о большем тренде противостоянии местного самоуправления с офисом президента Украины, где мэры по всей стране чувствуют себя как в «Игре престолов», только с ракетами вместо драконов. Я подготовил это для YouTube, чтобы объективно, почти, проанализировать законы, документы и мотивы, не разжигая огонь, а пытаясь его погасить диалогом. Давайте по полочкам. Хронология с ухмылкой, контрразбор без скуки, политика с подтекстом, общий контекст самоуправления и гипотеза о предложении, от которого сложно, невозможно отказаться. Ведь в военное время юмор – это тоже оборона. Конфликт не свалился с неба. Он зреет с февраля 2022 года, когда Россия решила осветить нашу энергетику своими ракетами. Киев стал главной мишенью, и вот осенью 2022 плюс начало 2023 блэкауты по всей стране, а Кличко в КГГА раздает гуманитарку, чинит сети и орет о дефиците ПВО от центра. Классика, как в простом плохом сериале. В марте 2022 Зеленский вводит военное положение. Указ номер 64/2022. Усиливая хватку офиса президента над регионами, и КГГА слегка прищемили. Но Кличко, верный себе, позиционирует себя защитником Киева, независимым, как его правый хук. Далее сплошной экшен. В 2023-2024 ОП тыкает Кличко в коррупции с гуманитаркой. Спасибо НАБУ и САП, а он в ответ BBC и СМИ. Зеленский все монополизировал. Ирония в том, что оба правы по-своему. Апрель и июль 2024 новые удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, отключения. Кличко требует ПВО, но Центр разводит руками. Дефицит 80% по Пентагону на сентябрь 2025. Ведь кто ж ожидал, что Запад задержит Патриот? Кульминация 10 октября 2025. Россия устраивает фейерверк. Из сотен шахедов и искандеров бьет по ТЭЦ-5, юг Киева и ТЭЦ-6, выводя из строя 40% генерации, отключения более чем в 10 районах, жертвы. И вот Зеленский в видео. Не только ПВО виновата. Локальная защита хромает. Некоторые вообще ни на что не способны. Имена не назвал, но все поняли. Кличко в прицеле, как по «Украинской правде» и ТСН. 13 октября мэр в Телеграм с сарказмом. Всю страну Кличко не защитил. Бред! Фото укрепления, отсылки к Генштабу, мол, ПВО не моя парафия. Итог.
проверки от ОП и СБУ, угрозы суда, поляризация. Зеленые клеймят саботажника. Киевляне вспоминают 2022, где Кличко был героем с рейтингом 40%. КМИС, октябрь 2025. Ирония. Враг бьет, а мы друг друга. Классика. Обвинение Зеленского – юридический фейл. Чистой воды дефамация с привкусом превышения полномочий, ведь законы четко разводят. Мэр не супергерой с ПВО. По закону о местном самоуправлении, статья 19.26, и уставу Киева, Кличко отвечает за коммуналку, воду, транспорт, благоустройство, плюс гражданскую защиту через КГГА, эвакуацию, сирены, боты в Телеграм и пункты обогрева. Пассивка? Да. Укрепление по ДБН В2556-2014. Заборы, датчики на ТЭЦ, резервники, и Кличко хвастается, что все по планам Генштаба, но это ж не Патриот, чтобы дроны сбивать, а оборона. Ха! По Конституции статья 85, 106 и Закону об обороне статьи 10-12 монополия центра. Минобороны ставит ЗРК, ВСУ координирует, мэр только кивает, ТЭЦ национальная, Энергоатом или Киев Теплоэнерго по закону о рынке энергии, КГГА там не хозяин. Не финансирует также и ракеты. Военное положение, закон номер 389-8, позволяет центру подчинять, но не сваливать вину. Центр держит дефицит ПВО. Задержки Запада, коррупция. Президент договаривается с НАТО, а винит кого? Мэра. Для Кличко статья 367 УК только при саботаже, но фактов 0. Зато иск по статье 151 ГК и 277 УК за клевету, как в 2023 с Фельдманом, выиграл. Зеленскому Конституционный суд за превышение полномочий, статья 106. Итог. Зеленский забрал ресурсы, а теперь, ой, почему не сработало? Комедия абсурда, где федерализм тонет в бюрократии и жесткой вертикали. Это не драка, а шахматы за власть. Зеленский сплачивает зеленых перед выборами. Военное положение до 2026-го. Кличко оппозиционер с ударом. Популярен как боксер, герой. Обвинение как с Шмыгалем или Разумковым. Дискредитировать. Пока РФ блэкаутит мораль. Союзники смотрят. Фокус на ПВО, а не на наших цирках. Байден с Шольцем или кто там вместо них могут сказать «хватит», и помощь урежется. Ирония войны. Враг радуется нашим разборкам, а теперь шире. Это не только Киев. Противостояние ОПУ и местного самоуправления как эпидемия, где мэры по всей Украине чувствуют себя под прицелом. Возьмем Одессу. 13 октября 2025. Аккурат после ударов по Киеву. Мэр Геннадий Труханов заявляет, что Зеленский через комиссию хочет лишить его гражданства из-за российского паспорта. Классический удар ниже пояса, мол, ты не наш. Труханов с его скандальной репутацией, коррупция, контрабанда давно на ножах с центром, и это не первый раунд. ОПУ давит через НАБУ и СБУ, чтобы подмять Южный порт под контроль. А в Чернигове мэра Владислава Атрошенко
отстранили по суду за служебный авто в личку. Ха! Ирония. Накануне он Центр критиковал за провал обороны в 2022. По всей стране облавы, проверки, блокировка бюджетов. Кличко в январе 2025 писал Зеленскому, что окружение разбалансирует власть и уничтожает самоуправление. А в апреле жаловался на зачистку поля перед выборами. Более 70 облав на мэров в 2025. ОПУ использует военное положение, чтобы дублировать функции через военные администрации, как Тимур Ткаченко в Киеве, который блокирует выплаты и восстановление. И мэры в ответ. Это авторитаризм, который воняет. Как Кличко в мае The Times сказал. В итоге местное самоуправление, основа демократии, трещит по швам, центр монополизирует, оппозиция сопротивляется, а Россия потирает руки. Неспособность – это не приговор, а типа подмигивание. Типа Кличко, без моих ресурсов ты ноль. Хочешь ПВО и полномочия? Вступай в команду зеленых. Варианты. Военный администратор Киева с доступом к Генштабу или вице-премьер по регионам. Используй харизму для обороны городов. Вспомним 2022. Предлагали Минобороны. Отказался. Упрямец. Carrot and Stick. Соглашайся, герой ОП. Рейтинг взлетит. Нет, проверки, отставка, выборы. Это спасло бы Киев и единство или просто политический трюк. А в Одессе тоже Труханову предлагают тихо уйти. Иначе гражданство. Ирония, как в сериале. Коротко. Суды Кличко. Проверки мелочь, но не саботаж. Долго. Реформа, подчинение мэров, ОВА, альянс или кризис. Украина ослабнет. Запад отвернется. Рекомендации. Кличко. Судьбу. Да. Суды. Да. Но диалог все же важнее. Зеленскому нужны факты и полномочия мэрам. А нам петиции за ПВО. Враг ждет ошибок, но мы их не сделаем. С юмором, но объединимся. Кому консультации, милости просим ко мне. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.